Привет всем! Сегодня мы с вами приготовим вот этот замечательный кусочек говядины. И я буду использовать шею, но вы можете использовать любую другую часть по своему усмотрению. Для начала мы возьмем бекон, я буду использовать сырокопченый. И нарезаем его на вот такие вот ломтики. Кстати говоря, граммовки ингредиентов, которые я сегодня использую, смотрите в описании под видео. Отправляем бекон на сухую сковородку и начинаем его обжаривать. Вот так вот периодически помешивая, обжариваем бекон. Нам нужно, чтобы из него вытопился жир, а сам бекон стал хрустящим. В это время мы берем репчатый лук и нарезаем его полукольцами. Бекон мы снимаем на тарелочку с салфеточкой. И теперь в эту сковороду мы отправляем наш кусок мяса. Нам нужно его обжарить очень хорошо с двух сторон. Пока мясо обжаривается, мы успеем нарубить чесночок. Так вот прям крупненько. У меня уже разогрелся чугунный котелок, в котором мы дальше и будем готовить наше мясо. Я налил туда растительное масло. И сейчас мы туда отправляем лук и чеснок. Пока мясо обжаривается, мы параллельно будем обжаривать лучок с чесночком. Итак, наше мясо обжарилось. Мы отправляем его на луковую подушку. Выливаем остатки масла. Добавляем 1,5 лавровых листика. Добавляем веточки сушеного тимьяна. И все это дело заливаем темным пивом. Добавляем сахар. Добавляем соль. А также добавляем перчика свежемолотого. Ну и заливаем остатками пива. Нам нужно, чтобы наше мясо полностью было покрыто жидкостью. Если у вас пива не хватает, добавьте воды. Теперь нам нужно дождаться, пока у нас закипит. И с этого момента огонь убавляем чуть ниже среднего. И минимум 1 час все это дело тушим. Здесь смотрите по ситуации в зависимости от куска мяса, который вы будете использовать. Ну, конечно же, не забудьте накрыть крышкой. И самое-то главное, хотел поблагодарить всех тех, кто ставит лайки и пишет комментарии, а также помогает распространять видосики по социальным сетям. Вы большие молодцы. Все ссылочки на соцсети в описании. Заходите туда и давайте общаться. Итак, у нас прошел час. И вот такое вот у нас тут получается мяско. Я периодически его переворачивал на другую сторону. Вот таким вот образом. Так. Раз. И перевернул. Теперь нам нужно на сковороде обжарить пшеничную муку до золотистого цвета. Вот так вот на сухую сковороду ее вываливаем и постоянно помешивая обжариваем, чтобы она стала золотистой. Теперь мы отправляем муку в нашу кастрюлю. И сразу хорошо перемешиваем, чтобы наш соус, наш бульон загустел. После того, как мы добавили муку, закрываем обратно крышкой
И в таком режиме продолжаем варить, тушить наше мясо еще минут 10-12. Я снял мясо с плиты. Добавляем теперь на него мелко нарезанную петрушку. И поливаем красным винным уксусом. Закрываем крышкой. И даем нашему мясу вот в таком вот режиме в кастрюльке отдохнуть минут 5-7. Теперь финально вот так вот польем наше мясо соусом. И таким вот образом выкладываем на доску. Сверху посыпаем зеленью рубленой, петрушкой. Ну а сюда можно на место соусничка выложить бекон, который можно в прикусочку кушать. Сверху вот так вот без фанатизма можно соусом полить. Ну что, давайте отрежем кусочек. Вам же интересно, что там. Ну, вот такое вот тут мяско. Вот такой вот кусочек мяса с беконом в прикусочку. Очень даже вкусненько. А с картошкой жареной будет просто сказочно. Спасибо всем за просмотр. До скорых вам встреч. Пока-пока.